Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Пришло время заменить мне масло. Ездил мой чемпион часов 7, по паспорту замена через 5 часов и через 25, а потом каждые 50. В общем, пора насчет замены масла. Все искал пробку, где она? Сливная пробка, чтобы масло слить. Искал, не мог найти. Думаю, как масло сливать, что делать? Полез в инструкцию, а оказывается, масло сливается через заливную горловину. Вот для меня это было неожиданностью. Не знаю, во всех газонокосилках или конкретно только в Чемпионе. Кто-то сейчас скажет, вот это ж Китай. Ну да. Но не то чтобы это проблема заменить масло, просто я не ожидал, что масло меняется так. В других газонокосилках не знаю как. В общем, сейчас меняем масло. И насчет скорости косьбы. Вот я считаю, что Чемпион, да и любая, берем конкретно эту газонокосилку, что она в 4-5 раз быстрее. Хотел я сначала сзади покосить вручную, а потом подождать, пока вырастет трава, и скосить все газонокосилкой. Желание мое быстро пропало, потому что это идиотизм при наличии газонокосилки косить и так эксперименты эти. Фу, блин, кузнечик напугал. При наличии такого аппарата косить вручную. На время скошу, покажу начало косьбы и конец косьбы. Сколько времени потрачено. У меня 2 участка, я подготовил, подождал, пока трава вырастет. В общей сложности с 2 участков 14 соток получается. За какое время я скошу при температуре, сейчас на солнце, сейчас, где-то в тени на 25, на солнце под 30, наверное. В общем, довольно жарко. Уже испаренный покрылся. Все, меняем масло и косим. Да, и по поводу кос, опять же. Все, фанаты штиля пишут, что штиль это forever. Да, пожалуйста, речь же идет не о том, что штиль плохая компания. Речь идет о том, что штиль дорогая очень компания. И люди, в особенности основная масса белорусов, не могут себе позволить купить сейчас штиля. Раньше штиль стоил 250 и 1000. Сейчас 1715 я заходил в магазин. Это же и что с этого? Купил ты его дальше. Либо, Чемпиона взять за 350 рублей, либо штиля за 1700. Я уже, как в прошлом разе говорил, Чемпиона взять и газонокосилку взять. И в комплексе вы будете просто испытывать огромное удовольствие от работы. Вот этой штукой походить, покосить, вообще без напряга. Сейчас есть, так я и буду косить. Не надо мне ни 2 литра, 3 литра воды с собой брать, чтобы в такую погоду косить. Не шапку одевать, это уже кому как свое. Не сбрую на себе и защиту, нарукавники, перчатки, маску забрала на лицо, весь в траве, Также писали, что земля нужна идеальная. Да не нужна она идеальная земля. Да не нужна, вообще не нужна. Здесь, да, я равнял ее. Но и то она не катком укатанная. Нормально, обычная земля. Можно косить, если вы трактором рытвин не наделали, видимо, глубоких рытвин. Газонокосилка легко все скосит. По рытвину она не пойдет. По буграм, по таким она не пойдет. Если бугорчик хотя бы хоть какой-то такой, есть плавность, какая-то есть плавность. Как на участке, что у вас яма без накопана. Все нормально, все скосит, и не надо для газонокосилки идеальная земля. Все, меняем масло и работаем. Также по расходу топлива просто шедевр. Я думаю, мне на 14 соток хватит 1 литра. Здесь бак 1 литр. Если кто не в курсе, это Чемпион LM5645. Уже был о нем обзор. По паспорту 4,4 киловатта двигатель. Шедевр среди Чемпионов. Очень нравится. Очень удобно. Я подготовился чуть-чуть тут. Да, насчет того, что кулят надо. Хотя я не знаю, может быть, действительно тут за счет этой деки у всех так. Был немножко удивлен, что требуется такие манипуляции производить. Также писали, как долго она прослужит. Интересно. Да, долго прослужит. Двигатель работает, и все отлично. Написано, что вдвоем надо это делать. И зачем-то скидывать свечной колпачок. Вдвоем, да, это неплохо. Но 2-го человека у меня под рукой нету. Зачем скидывать свечной колпачок, непонятно. Все, аж бензин полился. Слишком наклонил. Откуда с выхлопной? Может, пускай проветрится. Так, слили мы тут 0,7 где-то литра масла. Я залил в первый раз. Жалко, что здесь нету
То ли здесь нету, я не знаю, нету краника топливного. Было бы неплохо иметь на этом двигателе топливный краник, либо его самому там, возможно, его там сделать. Так бы я бы закрывал топливо. Ну, можно самому приколхозить его, конечно, топливный краник, чтобы таких вот моментов не было по утечке топлива. Ну, вообще тут рассчитано все на иглу. На карбюратор, что игла, поплавок всплыл, игла закрыла подачу топлива. Так, мотоблочное масло, так как двигатель тоже мотоблочный. Здесь у меня 0,5. Первый раз я наливал вообще ерунду какую-то, что там было у меня. Ну, для какой-то комплектной мне с мотоблоком давали. Ну, хорошее ж там не дадут, когда я покупал мотоблок. Вот. Его налил. Ну, а сейчас уже матюльки купил, еще успел купить до скачков цен. Как бы это ж свой двигатель. Себе не жалей. Если указано по паспорту менять масло, к примеру, раз в 50 тысяч. В 50 часов. Ну, меняйте желательно до 50. Все-таки не проверять, не испытывать. Хотя кому как. Ну, как я помню комментарий к мотоблоку, что за 3 года, или как там, ну, короче, один раз в 2 года меняет человек масло. Ну, как бы, почему бы и нет? Если ему так нравится, я так не буду менять. Я буду менять так, как я считаю нужным. А вы меняете так, как вы считаете нужным. У каждого свое. Так, 0,5 налил. И еще наливаем 100 грамм, примерно 150. Потом щупом посмотрим. Ну, чуть больше 600, я бы так сказал. Так, ну вот, щуп почистили. Вкручиваем до упора, выкручиваем, смотрим уровень. А уровень максимальный. То есть все как по паспорту, 600 грамм. Я налил где-то 650 грамм масла. Потом проверим еще, контрольный сделаем просмотр. Где-то из кадра я буду, наверное, выпадать. Сейчас. Не, забыл бензина долить. Все, теперь залил полный бак. 13:26. Начинаем. Чуточку времени, чтобы прогрелся. Так, ну вот смотрите, было 13:26, сейчас 13:51. Минус там минута на прогрев. Сколько это? 24 минуты? 24 минуты 6 соток. Топливо я еще не доливаю. Сейчас перенесу камеру на новое место и продолжим. Так, вот новый второй участок. Здесь 7,5, здесь 6,5. Получается у нас 14 соток. 13:54, начинаем работать.
Уже я лапать плохо закрутил болт. А, нет. Вот на радость противникам чемпиона первая поломка. Сломался болт. Ну что ж, эксперимент мой, можно сказать, удачный в плане скорости работы. Вы видели? Тут-то мне осталось пройтись, чтобы вам не соврать. Ну, сколько тут? Ну, вы видите, ерунда тут. Ну, раз 5. Это, ну, от силы 10 минут. Времени сейчас 14:24. Начал я работать, получается, в 54. То есть прошло 30 минут. 30 минут. Еще, ну, максимум добавить сюда, ну, пускай 10 минут. 40 минут. 40 минут здесь и здесь 26. То есть получается 24. Час 04, 14 соток скосить газонокосилкой. Такого типа, как у меня. Вы такие показатели ни с какой косы за любые деньги не снимете. С ручным триммером. Вот. Ну, а что у меня случилось сейчас? Случилось у меня то, что сломался болт. Часть болта осталась внутри вала, надо будет высверлить его. Почему он сломался? Если так смотреть на него, ну, вроде целый. Нагрузка получается большая. Трава, видите, там нож-то металлический, давит и давит. Надо было его еще раз проточить, подточить чуть-чуть, но не подточил. После ремонта покажу, что получится. Ну, так вот опять на радость чемпион, первая поломка. На радость штилеводам, которые сейчас закричат: ну вот, я же говорил, китайское говнище. Ну, не знаю, если купить штилевскую газонокосилку, ну, имеется в виду газонокосилка, либо Husqvarna, сколько она стоит? Сколько мне обойдется этот болт и поковыряться, вынуть его и вставить? Делайте выводы сами. Все взрослые люди. Эксперимент я бы назвал удавшимся. Ну, как бы это на ваше усмотрение. Я считаю, что скорость чемпион показал. Скорость у него шикарная. То, что он сломался, ну, как бы... Это же чемпион. Он же потому и ломается. Он для этого и сделан. О, смотрите, какой у меня космонавт. Защитник. Выросла на глазу у него, ну, от рождения. Ну, короче, кожа в глазу как-то дермоид, по-моему, называется. Вот, ездили на консультацию в Витебск. Ну, и сразу предложили, что беги, жарко ему. Сразу предложили удалить дермоид. У собачки получается вот это пятно на глазу, и в нем вот этот дермоид, это как кожа, и она уже волосы начали волосы расти, и уже слеза текла постоянно. Надо, думаю, пока маленький, пока 3 месяца ему прооперируем. Сделали вроде хорошо, но сейчас вот в скафандре будет 2 недели ходить, чтобы лапы не чесался. Так, ну да ладно. Ну вот по моим взглядам топливо где-то потрачено 3/4. Ну, в общем, я бы докосил без проблем. Вот эти 14 соток я бы скосил. Вот с этим топливом. Я просто вижу, сколько там топлива осталось. Там топлива достаточно, чтобы скосить полностью оставшуюся траву. Но, к сожалению, болт сломался. Болт подвел. Сейчас я вам по-быстренькому покажу, чтобы обломок. Ну вот он, вал. И вот обломыш болта. Сейчас буду разбираться, как отремонтировать. Так, буду пробовать высверливать я болт. Болт тут 10, наверное. Насколько он каленый, не знаю. Ну, скорее всего, не слабый. Кстати, по поводу поломок. У нас на работе Викинг. Серьезная компания. Серьезный инструмент делает. Викинг газонокосилка с вариатором. И уже ездила она у нас на выравнивание вала. Так что пускай лучше сломается болт, чем придется выравнивать вал. А он там вообще вроде не равняется, а меняется целиком. 3 буду сверлить, пробовать, потом посмотрим. Высверливать, потом биту загонять. Ну, вроде получается. Но ни разу я такую работу не делал, только видел, как делают. Мне еще до сих пор не приходилось, болты не ломались, внутри не оставались. Ну, ничего страшного. Плохо, но сверлится. Будет сначала еще меньшим все-таки попробую подсверлить. Вот у меня 2,2 я сверло. Ну, в общем, вот она пошла. Все, высверлили, забили биту туда под размер подходящую и выкручиваем.
Все, болтик готов. Занятный болтик. Сейчас будем смотреть. Ну, как вы видите, ремонт довольно быстрый. Просверлил в поломанном болту отверстие, остатки болта. Сейчас я его выниму. Болт сломался. Ну, лучше болт, чем вал согнуло бы. Хотя, что его согнуло бы? Ну, было, что моменты я ловил корни у себя в лесу. Проворонил. Так, глубина, я сказал, была 4 сантиметра, даже с небольшим, может 4,5. Кстати, глубина очень интересная для того, чтобы сохранить живность. И земляные лягушки, они сидят такие коричневые, не водяные, а земляные. Они, ужавшись в траве, сидят, и я проезжаю, смотрю, лягушка. Ни одна лягушка не пострадала. Маленькие лягушата вот эти, ну, или крупные даже такие. Ну, коричневые, земляные. Они ползают. Наверное, они не скачут, по-моему, они ползают. Или тоже скачут. Ну, сидят они в земле, в траве. Все, газонокосилка проехала, все живые. Улитки виноградные также живые. Если косой скашиваешь все заодно, и лягушек, если там кто попадается, то газонокосилка более щадяще относится к миру животных. Про скорость я вам сказал. 14 соток за час. Показатель недосягаемый для ручной косы. Только если вчетвером пойти. И то не успеете вы. Скорость, как по мне, так это, наверное, в 4-5 раз быстрее вы будете косить газонокосилкой. Земля не идеально нужна. Видео на этом я не завершаю. Заменю болт, куплю болт, поставлю, докошу и покажу. Кстати, да, добавим тогда сразу же и время. Было 30 минут и 24 минуты, так? Это 54 минуты. И вот заменю болт и докошу. Посмотрим, сколько времени останется. По топливу, сказал, на 14 соток 1 литр бензина хватает. Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Не прошло и сколько, наверное, 2 недель, а может даже больше. Сделал я таки болт. Оказалось, болт — это реальная проблема. Вот болт обычный, но необычный оказался. Причины поломки старого болта. Я предположу, что срезала шпонку. Здесь такая сферическая шпонка на валу. Такая маленькая шпоночка. Ее немножко подрезала. Из-за этого болт старый, его просто закрутило. Вот в этом месте, в конце резьбы, он создал юбочку и скрутился. Я сначала думал, что это заводской брак, ничего подобного. Оказалось, из-за того, что я ловил у себя в полулеске коренья, вот я буквально 2 раза словил, и все, и на этом как бы болт не выдержал и скрутился. Слишком большая нагрузка на него. Болт найти в Новополоцке, в Полоцке, в Витебской области, где я проживаю, да еще в Беларуси, оказалась проблема. Я обратился в ту компанию, где покупал, по причине, ну, как бы по гарантии. Они мне говорят, ну, так привози газонокосилку, будем там смотреть, будем анализировать. А что анализировать, если я болт старый, который обломался, я его выкрутил, уже все. Анализирую, не анализирую, он уже как бы видно, что механическое воздействие было на нем. Начал искать, оказался болт. Болт вообще такой устанавливается на американский двигатель Briggs, если я не ошибаюсь. Многие модели газонокосилок оснащаются этим двигателем. Тот же самый Викинг, он на работе у нас, тоже Briggs. Еще на какие-то, я заказал этот болт токарю, тот сразу определил, что, говорит, это от двигателя Briggs. Но двигатель-то у меня китайский, а видно втулки вот эти переходные все, они комплектующие, короче, от Briggs. Вот. И на этот ход ты в Америку едет за этим болтом. Резьба дюймовая, 3/8. Болт сечением 9 миллиметров. Все, не найти. Метрическая, у нас везде метрическая. И марка стали 10.9 или 109, как он там правильно маркируется. Ну, крепость стали. Вот и все. 2 недели пришлось ждать. Попросил я товарища, вот он мне сделал этот болт. Он свой болт с маркой стали этой отдал токарю, и он его переделывал. Там 10, по-моему, болта давал, вот переделали под 9. И нарезали резьбу. И также и резьбу нарезать на нем проблема. Шаг очень мелкий, тут может 1,1. Ну, в общем, беда.
С болтом беда. Первая поломка, которая у меня на газонокосилке, оказался болт. И найти его в продаже нельзя. Посмотрел по России, там, может, в России он продается. По итогу мне вот у токаря с заказом со своим болтом обошлось это 400 рублей России. Если бы без своего болта, то обошлось бы уже 600-700 рублей бы этот болт обошелся мне. Ну, или 25 белорусских. А так вообще в 15 он мне стал. Не знаю, насколько его хватит. Уже я уж прям боюсь, хоть ты или жменю заказывай. Или вообще, как бы я подумал о том, что стоит такую сложную систему переделывать под метрическую резьбу. Вот эту втулку снимать, я так понимаю, я еще не разбирал вот эту часть, но она, скорее всего, съемная. Вот пазик под сферическую резьбу, сферическую шпонку. Скорее всего, можно снять. Вот втулка крепления. Не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, вот это снять и нарезать внутри резьбу метрическую. И под болты, которые у нас есть в доступе. С каким-то шагом, вот можно даже посмотреть. Есть у нас в Полоцке магазинчик по крепежу. И там вот разнообразные болты. Вот там можно что-то выбрать. И, в принципе, это самый, наверное, будет лучший поступок. Это переделать, нарезать резьбу внутри. Потому что это не дело. Что 2 недели ждал болта. Обратился к местным дилерам чемпиона. Те развели руками, такого нету. Обратился, ну, да говорю, по гарантии обратился. Также бесполезно оказалось. Никто ничего. Я говорю, продайте мне болтов, хотя бы кучку. Ни одного. Мы целиком газонокосилки меняем. Вот так вот. Вот и вся гарантия. Меняют целиком газонокосилки. Так, сейчас соберем и остаток доделаем. Как видно, уже там все позарастало за 2 недели. Тут дожди были хорошие такие. Попробую завершить тот проект, который я был изначально начал делать. О времени скашивания. Трава еще больше выросла. Ну, вот я на том месте, где у меня нож выскочил. Он выскочил в левую сторону. Я не скажу, чтобы тут что-то он повредил. Ну, я не знаю, может это не или не это. Ну, в общем, нож не вылетает, как пуля. Так как он находится все время внутри деки. Он максимум, что сначала бьется о деку, а потом уже может вылететь. Ну, он вылетел у меня с газонокосилки, ну, вот на сток, на 30-40 сантиметров в сторону в эту выше. Я не знаю, может ли он вылететь вообще тут на несколько метров по ногам, отсечь ноги, как в фильме «Пункт назначения». Пофигячить все на свете. Не могу сказать. Будем пробовать заканчивать проект по скорости. Давайте я покажу. Ой, конюка мой. Фу. Смотрите, наконец-таки выздоровел. Покажи глаза свои. Ой, тяжелый. Покажись. Правый глаз у него был. Удаляли дермоид. В этом ролике он уже был и в кожухе, и уже вот так вот. Вот он, правый глазик. Все отлично удалили, все хорошо. Все, беги. А то спрашивали зрители, что с тобой. Так, ну что, начинаем косить. Вот насколько я помню, тогда было 54 минуты, когда сломался нож. Сейчас вот 51. Ну, в общем, что? Получается, у меня 14 соток скосить надо. Время. 59 минут. Это пока я тут ворон считал. То есть, скосить оставшиеся мне надо было всего лишь, если тогда 54, сейчас начал 51, минус 1, 7 минут. 7 минут. Ну, 5-7 минут мне надо было скосить оставшиеся. Сейчас же, опять же, эксперимент не совсем правильный, потому что трава еще выросла больше. Трава у меня сейчас стала, вот эта середина не скошенная, выше двигателя сантиметров на 15 уже. Такую траву газонокосилкой косить все-таки не рекомендовал бы я, потому что это газонокосилка, а не целинокосилка. Для этого надо более промышленные такие вещи. Либо триммеры ручные, которым
Что сказать? Шикарная вещь, берите, не пожалеете. Ну, это я уже говорил. На 14 соток я потратил меньше 1 литра бензина. Я бензин не добавлял, ну, поверьте на слово, не добавлял я бензин. И все в этом ролике я на одном баке скосил все. Потребовался на все про все 1 час, 14 соток за 1 час. Мне тут человек писал, что якобы он то ли косит неправильно, то ли что, но у него 15 соток за 2,5 часа. Ну, ребят, я, честно, в жизни не поверю. Ну, это очень быстро. Это надо прям такая погода, чтобы была прохладненькая, градусов 15, и ты полон сил и здоровья, и... Ну что, вы даже не отдыхаете? Ну что, парень, в смысле, вот это. Что, даже не... Как-то, ну, свежего предания довериться с трудом. Что можно скосить 15 соток за 2,5 часа. Если бы я не косил, я бы поверил в эту сказку. Ну так, ну ладно, ну, скосил и скосил, бог с ним. Может, там трава какая-то. И трава 70 сантиметров. Вообще шикарно. Также один пишет, попробуй 450-го. Я, честно сказать, народ, с вас удивляюсь. Что значит попробуй? Это что, пошел в магазин, попробовал, не понравилось, вернул? Или как? Как это? Попробуй 450-го. Где я его попробую? Как бы вы думаете, братья белорусы, я не знаю, может быть, в каких-то есть городах Беларуси, либо России, либо других странах можно взять косу, покосить ее, не понравилось, отнес назад. Взял другую, попробовал. Тут иначе я просто не понимаю, что значит попробуй. Купи, попробуй и все. Также, как я уже говорил, просят прокомментировать там какую-то косу, 141-ю. Ну, даже сейчас я посмотрю ее. 143-ю Husqvarna. 1,5 киловатта, двигатель 4.1, 41,5. Емкость топливного бака 0,95 литра. Ну, так а что на нее смотреть? Ну, коса и коса, отличная коса, берите. Берите, не пожалеете, она, я не знаю, как в продаже у вас. В онлайнере ее нету в Беларуси. Что там, цена по-моему, около 2000. Ну, есть деньги, берите. Если больше брать нечего, куда тратить деньги, то берите. Вот. Коса и коса. По большому счету они все косы и косы. Что чемпионы, что штили, что Husqvarna. Человек пишет, что я хаю хорошие косы. Да не хаю я. Причем берите. Если у вас деньги, берите. Берите и вообще не задумывайтесь. Даже вообще не смотрите этот ролик. Зачем вы тогда смотрите? Вот тоже интересно. Вы смотрите, там обиженно пишете, либо не обиженно, там гневно пишете о том, что я хаю косы. Да не хаю, берите. Вообще берите 450-го, берите еще, может быть, есть лучше, интереснее. Возьмите робота Husqvarna. Он 17 тысяч рублей белорусских стоит. Будет сам косить вообще. Так что вот так. На радость противникам китайских газонокосилок. Болт сломался, болт не найти. Но в ответ скажу. Болт от американского двигателя Brix, ну как-то так называется, я не помню. Вот. За болтом только в Америку. По расходу сказал, эксперимент считаю удавшимся. Буквально 1 час и 2 недели потребовалось мне, чтобы скосить 14 соток. Ну, как иначе? Так вот долго, медленно, нудно. Ну, косил. Трава, когда высокая, выше двигателя, либо хотя бы на уровне топливного фильтра, не косите вы это рекомендации по газонокосилке, не косите на мелкой глубине. Выставите вы лучше 8 сантиметров, через 3 дня максимальную высоту. Через 3 дня еще раз покосите. Ею косите моментально можно. Я сейчас пробовал косить вот на мелкой глубине. Я прям тяжело чувствовал, что там в кашу перемалывает все. Поднял, и сразу все стало иначе. Потребуется еще раз кашу. Могу хоть косить хоть каждый день. Ею косить не устаешь. Все. Так, с ремонтом закончил. Сроки вы видели. Я не знаю, что сказать. Какие-то еще вопросы были, может быть, я уже не помню. 143-й Husqvarna берите. Тоже хорошая коса. Все отличные косы. Чемпионы не берите. Берите все. Чем дороже, тем лучше. Каждый остается при своем мнении. Как бы я хочу донести о том, что косы бывают разные и не стоит выкидывать деньги. Но если вы фанат марки, и у вас, опять же, как этот человек, попробуй 450-го штиля. Ну, то есть, я так понимаю, попробуй это, приди в магазин, купи, попробуй. Не понравится, продай. То есть, купи за 2500, продай за 2000. Попробовал, не понравилось, к примеру, да, там, какую-нибудь еще повыше марку возьми, цену. Странно вообще писать такие комментарии, потому что значит пробуй? Может, я что-то не знаю. Ладно, по косе все. В остальном задавайте вопросы, буду отвечать. Небольшое дополнение по
сбруи для переноски триммера. Попросили меня осветить этот момент. Сбруя шикарная. Вот это вот у чемпиона я лучше еще не встречал. На работе Husqvarna штили, они получаются, мне очень не нравятся тем, что весь вес у тебя на плечах. И если ты развесовку неправильную делаешь, там даже чуть-чуть совсем, где-то будет больше давить, где-то меньше, то на следующий день и несколько дней подряд у меня болят плечи. Ну, это на работе. Косы дорогие, но оснастка у них говно. Вообще мне очень не нравится. И работать с ними тяжело. На себе носить косы тяжело. Вес у косы внушительный, и чемпион в этом плане работает, сделан лучше, значительно лучше. То есть, получается, вот ты одеваешь и застегиваешь. И на плечах ты просто придерживаешь, а весь вес косы у тебя распределяется именно на бедра. На бедра, ну не на поясницу, а именно на бедрах. То есть ты ходишь и не испытываешь большой нагрузки, большой тяжести от тяжелой косы. В этом плане сбруя чемпиона самое лучшее, что было за все время, сколько вот я, за 10 лет из того, что я примерял на себе. Чемпионовская мне больше всех нравится. В меру мягкая, плечи никогда не болят вообще. То есть я могу с косой, она не тяжелая, не моя ж коса достаточно тяжелая, 8 килограмм, плюс ты еще бензин заправляешь. Целый день отходив с косой, я на следующий день не испытываю никакого дискомфорта, ни вечером, ни на следующий день, ни через неделю там. Не испытываю дискомфорта того, что я относил эту косу на себе. Целый день откосив, с утра до вечера. Раньше, до покупки газонокосилки. Сейчас-то еще легче стало. Но тем не менее, да, ты мокрый, физически ты носишь на себе лишний вес, ты работаешь постоянно, ты идешь, косишь. Но никакого дискомфорта. То есть вот именно сбруя чемпионовская, вот это лучшее, что я встречал. Кто-то писал, что нравится, что наоборот на плечах. Нет. Если кому-то нравится на плечах, тогда это не для вас. Это будет, вот здесь вы будете носить косу на пояснице, на бедрах. Не на пояснице, на бедрах. Она как бы вот распределяет. Вот я сейчас рукой давлю. Ну, я и вешать уже косу не... Хотя ладно, повешу. Вот мы вешаем косу. Крепление я сразу вот эту пластинку загнул, и вообще можно откусить, она здесь не нужна, она все равно постоянно висит. И вот висит коса на мне, и я, в принципе, я ее не чувствую. Ногу защищает, висит на бедрах, чуть-чуть на плечах, ну еле-еле. В принципе, я не чувствую дискомфорта никакого, никогда. 7 лет мы с этой косой, 7 лет я ношу на себе эту сбрую. Ничего, все прекрасно. Вот она на мне висит, хоть целый день, ходи с ней. Тут уже больше, скорее, из-за ручки этой, там есть сейчас какие-то выгнутые такие. Тут уже, скорее, здесь синяк у тебя набьется, потому что ты идешь косишь. Вот я делаю где-то примерно 1,5 метра размах при кошении. И она постоянно в ногу тебе. И со временем по чуть-чуть у тебя получается синячок. Вот эта защита не от этой сбруи, это защита от комплектной сбруи, которая шла вместе с косой в комплекте. Та, что была, здесь такая была, как кожаная, она в прошлом году у меня перетерлись нитки, она порвалась. Ну, я просто через ремни скинул, старую не зашивал, а взял эту новую и переставил, и все. Ну, в общем, вот так все. По сбруе добавить нечего. Сбруя это называется, написано, ремень для триммера ранцевый, чемпион C4004. 68 рублей, ну, 70 рублей она. Ну, в интернет-магазинах посмотрите сами, чтобы рекламой не заниматься. 70 рублей я вижу на магазине, она сейчас есть. Чемпион C4004. Всем советую, не думайте, прекрасная штука, покупайте. Вот за эту я полностью ручаюсь. Очень удобно, вот уже я сколько вот с 15 года, сейчас 22-й. 7 лет. Ну, только что, да, перетерлся ты и все. В остальном все отлично. Это уж предохранитель я убрал, потому что у того же Husqvarna тут такой специальный крюк. Мне очень нравится, что я могу снять, или это уж теля. Ладно, не помню, какой косы, вот просто и одеть. Без добавочных каких-то там выкобеливаний. Так что вот, широкий поясной ремень.
мягкие, широкие наплечники. Блин, износостойкая, все отлично, все прекрасно в ней. Так что всем советую. И вот если вам надо, если вы сомневаетесь, если вам неудобно ваша, у того же стиля 250-го, у соседа, что я брал, сбруя говно, он сам сразу сказал. Ну там и видно, там все это на себе носить надо. То в этой же... Здесь все отлично. Ну все, хватит расхваливать.